На этом сайте вы можете решать самые разные свои задачи по устранению большинства своих психологических и прочих проблем. Наш многолетний опыт показывает, что начинать решать свои задачи всегда нужно с одного – очистки себя от всей эмоциональной грязи, что вы накопили в себе за годы жизни. Эмоциональная грязь – это результат вашей неосознаваемой борьбы за ваши светлые идеи о том, что и как должно происходить в нашем мире. Есть вполне объективные процессы, которые происходят в теле любого человека и которые порождают в нас эмоциональную грязь. Давайте разбираться, что такое наши эмоции. Эмоции – это наш способ реагирования на происходящее в нас или вокруг нас процессы или события. Когда ничего не происходит, мы спокойны и уравновешены. Разве что некоторые люди могут тревожиться, почему ничего не происходит. Потом что-то произошло, и мы дали на это реакцию. Изменилось наше состояние. Мы называем это изменение эмоцией. Как известно, эмоции у нас бывают позитивные и негативные. Когда у нас возникает позитивная эмоция, когда что-то произошло, и это соответствовало или даже превысило наши ожидания. Вы подошли к зеркалу и обнаружили, что лишние килограммы сами вдруг покинули вас. Вы обрадовались. Потом вы стали на весы и обнаружили, что вы похудели на 11 килограммов, когда пределом ваших мечтаний было похудеть на 10 килограммов. Ваша радость еще усилилась. Или еще пример. По итогам месяца вы предполагали получить премию в размере 20 тысяч рублей. Когда вы ее получили, вы были довольны, ваши ожидания оправдались. А если бы вам неожиданно выдали премию в 30 тысяч рублей, ваша радость была бы гораздо больше и так далее. То есть положительные эмоции возникают, когда вы что-то ожидали, потом событие произошло, и в итоге вы получили то, чего ждали, или получило даже больше, чем ожидали. Значит, если ваши ожидания оправдываются или даже были превышены, то вы автоматически испытываете положительные эмоции. Положительные эмоции – это следующее: удовольствие, радость, восторг, экстаз, гордость, восхищение, нежность, любовь, ликование, блаженство. Обратите внимание, что любая эмоция – это кратковременное переживание. Оно может повторяться достаточно часто, но всегда длится ограниченное время. Но, к сожалению, наши ожидания реализуются не всегда. Чаще они не реализуются, и тогда мы столь же автоматически испытываем то, что называется негативная эмоция. Список наших возможных негативных переживаний значительно шире. Это тревога, напряжение, раздражение, гнев, вина, стыд, обида, отчаяние, жалость, злоба, ненависть, испуг, страх, ужас, отвращение, неуверенность, сомнение, раскаяние, угрызение совести, негодование, ревность, досада. Почему так происходит? Кто внутри нас оценивает происходящие события и дает им свою оценку? Здесь нужно вернуться к той модели управления поведением человека, которую мы используем в своей работе. Согласно этой модели, все мы находимся под управлением сразу 4 самостоятельных центров, каждый из которых решает свои задачи. Почти все эти центры имеют представительство в нашем теле. Например, вы можете не знать, что вы носите в голове 2 самостоятельных мозга. Это не фантазия автора сайта, это давно известно в такой области науки, как нейрофизиология. Первый наш самый древний мозг – это рептильный мозг. Именно он обеспечивает нашу защиту и продолжение человеческого рода. Нейрофизиологи считают, что возраст рептильного мозга свыше 2 миллионов лет. Вполне цельную деятельность рептильного мозга удобно описывать через инстинкты. В рамках данной модели используются всего 3 инстинкта. Это инстинкт продолжения рода, инстинкт выживания и стайный инстинкт. Все вместе наши инстинкты обеспечивают нашу безопасность, вашу личную и человеческого рода в целом. Дальше мы будем считать, что этот первый центр – это наш центр обеспечения безопасности. Второй наш мозг называется новый мозг или неокортекс. Еще он называется кора головного мозга. Вы могли слышать такое словосочетание. Нейрофизиологи считают, что этот мозг появился у человека всего 40 тысяч лет назад. Этот второй наш мозг делится на 2 полушария. Левое полушарие нового мозга обеспечивает нам логическое, рациональное мышление. Это наш разум. Дальше мы будем считать, что это наш центр принятия рациональных, то есть обдуманных решений.
Именно он позволяет нам принимать обдуманное решение в нестандартных ситуациях. Когда вы обсуждаете планы или ищете выход из проблемной ситуации, вы как раз используете этот центр. Правое полушарие нового мозга обеспечивает нам получение готовых решений без предварительного анализа. Стихи, картины, музыка, изобретения, идеи, интуитивные догадки и прочие плоды деятельности правого полушария приходят к нам сразу в готовом виде, без предварительного анализа или синтеза. Люди называют эти процессы озарением или интуицией. Поэтому дальше мы будем считать, что правое полушарие нового мозга есть центр творчества. Это наша интуиция. А еще у нас есть то, что называется подсознание, которое не имеет отдельного представительства в теле. В подсознании хранится то, что можно назвать нашей картинкой мира. Это наши верования, убеждения, ожидания, наш опыт, наши ожидания от себя и окружающих людей, наши привычки и многое другое. Скорее всего, наше подсознание – это не физический, это своего рода программный блок, который управляет нашим поведением, когда ситуация повторяется, и нам не нужно принимать неординарное решение. На работе и в жизни этот центр позволяет нам выполнять привычные действия, не напрягая себя мыслями о том, что и как нужно делать. Большую часть действий в нашей жизни мы выполняем не задумываясь, то есть под управлением этого центра. Структура этого центра вполне понятна, она подробно описана в книге «Открытое подсознание». Реализован он, как утверждают ученые, с помощью узлов нашей нейронной сети. То есть все мы имеем внутри себя огромное количество готовых программ поведения на все случаи жизни. Эти программы мы закладываем в себя в ходе нашего развития и воспитания. Мы когда-то загрузили в себя эти программы поведения и дальше бессознательно используем их в подходящих условиях, считая их единственно правильными. При этом мы не задействуем разум, то есть не оцениваем, являются ли эти программы поведения самыми лучшими в нынешней ситуации. Мы просто выполняем их, не оценивая их. Так функционирует четвертый центр управления нашим поведением в повторяющихся ситуациях. Назовем его «центр готовых решений». Примерно так мы устроены. Мы являемся биокибернетическими существами, действующими в основном по готовым программам поведения. Что происходит внутри нас, когда что-то меняется вокруг нас? Наш центр обеспечения безопасности, он же рептильный мозг, постоянно контролирует ситуацию вокруг нас через наши глаза, уши и другие органы чувств на предмет обеспечения нашей безопасности. А как он может определить, несет ли в себе угрозу то изменение, которое происходит вокруг нас или внутри нас? Только одним способом. Он должен сравнить реальную ситуацию с той, которая должна быть, чтобы нам было безопасно. А безопасно это как? Это так, как записано в вашей картинке мира, в ваших верованиях или убеждениях. В вашем центре готовых решений. Как только происходит событие, отклоняющееся от того, что должно быть по вашему внутреннему убеждению, рептильный мозг оценивает эту ситуацию как опасную и тут же производит действия, направленные на обеспечение вашей безопасности. Ребенок принес плохую оценку из школы, вы тут же раздражаетесь и выговариваете ребенку, что так учиться нельзя. Ваш муж проявил знаки внимания другой женщине, вы тут же раздражаетесь и делаете ему выговор, что так делать нельзя. Ваш начальник неправильно оценил выполненную вами работу, вы тут же раздражаетесь, но молчите, а буря возмущения бурлит у вас в груди. И так далее. Все эти процессы явились результатом помощи вам со стороны рептильного мозга. Он пришел к вам на помощь, чтобы восстановить вашу картинку мира. А что он может сделать? Он может только изменить ваше состояние, перевести вас в возбуждение, чтобы вы защитили себя. Или наоборот, он может перевести вас в состояние апатии или страха, чтобы ваш недруг больше не трогал вас, не признавая вас серьезным врагом. Все это происходит по определенному несложному алгоритму. Например, имеется какое-то событие или ситуация. Вы подошли к зеркалу и обнаружили, что к вашему телу как-то прицепились несколько килограммов лишнего веса. При этом у вас в подсознании хранится важное для вас ожидание того, как должны развиваться события. То есть вы должны весить на 10 килограммов меньше. Рептильный мозг сравнивает ваш реальный вес и ваши ожидания по этому вопросу. Если расхождения нет, то вы остаетесь либо спокойны,
либо испытываете то, что называется позитивной эмоцией. Это верхняя горизонтальная веточка алгоритма. Есть расхождение реального веса и нужного вам. Это опасно. Нужно срочно вас защищать. То есть по алгоритму мы движемся по стрелочке вниз. Дальше рептильный мозг прикидывает, может ли он повлиять на ситуацию. Если он приходит к выводу, что может, то он выбирает силовое давление на противника, ваш вес. Он переводит вас в состояние раздражения, чтобы вы с позиции силы навалились на свой лишний вес, запугали его, и он сам убежал бы от вас. Как вы понимаете, такой способ реагирования прошел бы, если бы объектом воздействия стал живой человек или животное, которые могли бы испугаться вашего гнева и из страха сделать то, чего вам нужно. Но в примере с лишним весом пугаться некому. Ваш лишний вес не является живым существом, пугаться там некому, поэтому никаких результатов ваш гнев не принесет. То есть, выдавая свою реакцию, наш рептильный мозг не оценивает, может ли эта реакция хоть как-то повлиять на результат или нет. Поэтому мы одинаково раздражаемся как на действия других людей, так и на ситуации с неживыми объектами, например, на свой избыточный вес, на нехватку денег или на дорожные пробки. Рептильный мозг не очень сложный, он не способен оценивать последствия своих действий. Этим занимается наш разум. Но зато рептильный мозг дает очень быструю реакцию, которая иногда может спасти вам жизнь, когда, например, на вас пытается наехать автомобиль, и вы быстро отскакиваете в сторону. Это мы рассмотрели действие рептильного мозга по средней веточке алгоритма. При оценке ситуации рептильный мозг иногда может прийти к выводу, что он не может повлиять на ситуацию. Это движение по нижней веточке алгоритма. И тогда он забирает у вас энергию, чтобы вы замерли и ничего не делали. Тогда ваш враг может не заметить вас. Либо он может дать вам энергию, чтобы вы спрятались или убежали. Обе эти ситуации могут иметь место через эмоцию страха. Здесь же может иметь место эмоция отчаяния или состояние депрессии. Когда у вас возникает отчаяние? Когда рептильный мозг признает, что вы не можете повлиять на ситуацию силовым путем и не можете защитить себя с помощью страха. Например, вы долго боролись с вашим выпивающим мужем через раздражение и гнев, но ничего не вышло, и вы понимаете, что все бесполезно. Наступило отчаяние. Или ваша любимая вдруг бросила вас и вышла замуж за другого мужчину, более обеспеченного. Она уже замужем, бороться за нее поздно. Вы впали в отчаяние или в депрессию, что примерно одно и то же. То есть мы выдаем разные эмоциональные реакции по одному и тому же алгоритму в разных ситуациях. Причем сейчас вы видите только самый упрощенный алгоритм реагирования на сравнение реальности с нашими ожиданиями. На самом деле наши реакции более сложные, то есть обида у нас возникает по несколько иному алгоритму, чувство вины по другому алгоритму, страх по третьему и так далее. С этими алгоритмами вы можете познакомиться на рабочих страницах этого сайта, посвященных этим эмоциям. К чему все эти рассуждения? Зачем вам знать, как именно возникают эмоции? Вы ведь не врач и не психолог. Дело в том, что позитивные эмоции мы проживаем сразу и полностью, и они не создают нам проблем. Так принято в нашем обществе. А вот негативные эмоции создают нам не менее 6 больших проблем. О них вы можете подробнее узнать, пройдя по ссылке на рабочую страницу. Это и заболевания, и упадок сил, и бессознательная вовлеченность в бессмысленную борьбу и так далее. Возникает все это потому, что люди совсем недавно придумали жить в обществе, где не принято полностью проявлять свои негативные эмоции. В некоторых странах считают проявление негативных эмоций признаком слабости, в других, что проявление эмоций – это признак невоспитанности, неуважения к окружающим и так далее. А ведь эмоция – это не только ваше выражение лица или слова. Это реальная попытка силой воздействовать на другого человека. Но это у нас запрещает делать Уголовный кодекс. В общем, нам теперь положено сдерживать благородные порывы нашего рептильного мозга, обеспечить нашу безопасность. То есть от нас теперь требуется совершать все действия только под влиянием разума. Но рептильный мозг у нас из головы никто не убрал, поэтому он активно продолжает свою деятельность в форме негативных эмоций. Под действием внешних требований и правил мы пытаемся сдерживаться,
то есть не использовать помощь своего рептильного мозга в ситуациях, где не оправдываются важные для нас идеи и ожидания. При этом мы не используем полностью ту энергию, которую дает нам наш рептильный мозг для достижения нужного нам результата. В результате мы сами себе создаем массу проблем. Точнее, сами по себе негативные эмоции проблем не создают. Наши эмоции являются результатом искреннего стремления рептильного мозга помочь нам, защитить нас. Проблема возникает, когда мы не позволяем себе проявить нашу негативную эмоцию. Когда возникает ситуация расхождения реальности и наших ожиданий, то рептильный мозг, исходя из своего древнего опыта, пытается решить возникающую проблему сразу. То есть он переводит нас на такой уровень возбуждения, чтобы мы гарантированно решили возникшую сложность. А мы себя сдерживаем под влиянием наших же внутренних установок из центра готовых решений, как себя нужно вести. В итоге мы не используем всю возбужденную в нас энергию. То есть рептильный мозг дал нам энергии, чтобы победить в драке, а мы всего лишь поругались, а то и вообще смолчали. В итоге мы не использовали возбужденную в нас энергию, и она начинает гулять по нашему телу, вы все это не раз чувствовали. Мы говорим себе «успокойся», думая, что этим все закончится. На самом деле происходит следующее. Рептильный мозг не понимает наших новых норм поведения, поэтому он считает, исходя из своей древней логики, что сегодня ваш недруг сильнее вас, поэтому вы выбираете сегодня с ним не драться, но обязательно побьете его в следующий раз. И чтобы вы были готовы к победе, он запасает возбужденную в теле энергию в виде энергетического сгустка, сохраненного в каком-то месте вашего тела. Этот энергетический сгусток называется эмоциональный блок. Он похож на сжатую пружинку, готовую в любой момент отдать запасенную в ней энергию. На физическом уровне это реальный мышечный спазм. Какая-то мышца вашего тела сжалась и не разжалась. То есть каждое негативное переживание порождает в вашем теле эмоциональный блок. В итоге тело человека, склонного к сильным и частым переживаниям, заполнено эмоциональными блоками, то есть микроспазмами. В результате у вас падает энергетика, возникает заболевание в месте отложения эмоционального блока и другие неприятности. Это наша нормальная жизнь. То есть те очень сильные переживания, которые возникают при измене, предательстве, обмане или других стрессовых ситуациях, создают в вашем теле огромные эмоциональные блоки. Эти эмоциональные блоки рептильный мозг откладывает в теле не как попало, а строго по объектам будущей борьбы. То есть в одном месте вашего тела могут быть собраны все ваши эмоциональные блоки, заряженные на борьбу с мужем или женой, в другом месте на борьбу с родителями, в третьем месте на борьбу с собой из-за лишнего веса или каких-то ошибок, в четвертом месте ваши страхи перед будущим и так далее. Это своего рода боевые подразделения рептильного мозга для борьбы с конкретным недругом. Их задача – все время следить за недругом, и как только он делает еще какое-то нарушение ваших ожиданий, тут же набросится на него. В итоге муж и жена, прожившие вместе 5-10 лет, нарабатывают в себе большие эмоциональные блоки, заряженные друг против друга. Они перестают видеть достоинства и видят только недостатки друг друга. И конфликты между ними возникают при малейших основаниях для этого, помимо их воли и осознанного желания. Те же самые боевые отношения выстраиваются между родителями и детьми, между вами и вашими друзьями или родственниками, между сотрудниками и их руководителями и так далее. То есть эмоциональные блоки возникают там, где у вас есть очень важные для вас ожидания, как должны вести себя эти люди, как поступать. Как только они нарушают ваши ожидания, рептильный мозг бросается защищать их, и у вас возникает очередной эмоциональный блок. Причем блок может возникнуть и по темам, не имеющим отношения к другим людям. У вас может быть большой блок, заряженный против денег. Он возникает в результате вашего длительного недовольства своими доходами. У вас может быть эмоциональный блок, заряженный против автомобильных пробок. Он порождается тем раздражением, которое вы испытываете, когда застреваете в пробке, и так далее. Понятно, что эти блоки нужно убирать из вашего тела, и тогда вы будете гораздо более здоровы, энергичны и осознанны. Можно сказать, что жизнь и поступки большинства людей являются вынужденными, им все время нужно кому-то что-то доказывать, с кем-то бороться, куда-то стремиться.
И практически все эти действия будут порождены рептильным мозгом и его подручными эмоциональными блоками. Но люди не осознают этого, будучи увлечены выполнением очередных боевых действий. Что интересно, из этого получается, что менее воспитанные люди, позволяющие себе вываливать на окружающих все свои недовольства, могут оказаться внутренне более благополучными, чем люди воспитанные, задавливающие в себе все свои недовольства. Но мы живем в мире, где все больше преобладают принципы уважения прав окружающих людей. Поэтому мы не позволяем себе проявлять свои недовольства, оставляем их в себе. В итоге годам к 40 и более ваше тело оказывается заваленным эмоциональными блоками, создающими вам массу проблем. Эмоциональный блок может убрать психолог, но медленно и именно по той проблеме, с которой вы обратились к нему. А блоков в вас могут быть десятки по разным вашим объектам борьбы. Поэтому на этом сайте мы предлагаем вам почистить свое тело тотально, то есть убрать из себя большинство ваших эмоциональных блоков, причем самостоятельно, без обращения к специалистам. Для этого есть много инструментов, которые вы найдете на рабочей странице. Внутри нас имеются естественные механизмы очистки от накопленной эмоциональной грязи. Это секс и любые виды экстрима, включая русскую баню и купание в ледяной воде. О них вы можете узнать из книги «Открытое подсознание», которая имеется на рабочей странице. Эти приемы хороши, если вы используете их постоянно, а если вы накопили в себе большой эмоциональный блок, то нужно использовать более мощные инструменты. По нашим наблюдениям, наиболее быстрые и явные эффекты очистки своего тела от эмоциональных блоков вы можете получить при использовании техники «эффективное прощение». Мы рекомендуем использовать именно ее, если ваше здоровье позволит вам это делать, поскольку есть ограничения на ее применение. Эффективное прощение не дает моментальных результатов, придется потрудиться месяц-другой. Зато результаты оправдают все ваши усилия. Вы перейдете в состояние легкости, у вас увеличится энергетика, вы перестанете испытывать негативные эмоции. У вас наладятся отношения со всеми людьми, вас невозможно будет втянуть в конфликт. Сами собой пройдут некоторые заболевания, которые были вызваны эмоциональными блоками и так далее. У вас в голове сама собой установится тишина. Мы предлагаем и другие, более легкие инструменты очистки тела от эмоциональных блоков. Все подробности смотрите на рабочей странице этого раздела сайта. Все будет замечательно. Многие тысячи людей уже поработали с техниками прощения, и в их жизни произошли самые чудесные изменения. У вас есть возможность присоединиться к ним. Используйте этот шанс.